Исследования показывают, что витамин D нацелен на более 2000 генов, что составляет около 10% генома человека. В настоящее время известно, что низкий уровень витамина D является основным фактором в развитии по крайней мере 17 разновидностей рака, а также болезней сердца, инсульта, высокого кровяного давления, аутоиммунных заболеваний, сахарного диабета, депрессии и многих других, более общих показателей здоровья. По разным оценкам, от 30 до 50% детей и взрослых испытывает недостаток в этом витамине. Нормы потребления витамина D. Ранее витамина D рекомендовалось принимать 5 микрограмм. Согласно новым рекомендациям, как мужчинам, так и женщинам, следует принимать в сутки до 15 микрограмм витамина D. На экране вы видите таблицу суточной потребности организма в витамине D. Детям до года рекомендовано 7,5-10 микрограмм. Детям старше 2 лет 10-15 микрограмм. Для взрослых 10-15 микрограмм. Беременные и кормящие женщины 10-15 микрограмм. Для пожилых людей старше 70 лет 15-20 микрограмм. Как восполнить недостаток этого витамина? Существует 3 главных способа обеспечения организма витамином D посредством синтеза в поверхностных слоях кожи при прямом воздействии ультрафиолета, то есть при загаре, употребление витаминов в составе продуктов питания, а также употребление в виде добавок. К сожалению, последний способ не всегда оптимален и безвреден. Немного о загаре. Для того, чтобы получить дневную норму витамина D, необходимо находиться на солнце порядка 10-15 минут. Солнечным лучам должны быть открыты лицо, руки, ноги и спина. Однако данное условие практически невыполнимо в условиях зимы и осени. Помимо прочего, организм некоторых людей не способен синтезировать витамин D даже при прямом солнечном свете. Правильнее всего получать витамин D из продуктов. Мы подготовили для вас таблицу продуктов, которые содержат больше всего витамина D. Таблицу вы видите сейчас на экране. На 7-м месте сельдь соленая 2,8 микрограмм витамина D на 100 грамм продукта. На 6-м месте сельдь запеченная 5,4 микрограмма на 100 грамм продукта. 5-е место икра красная или черная сырая 12,1 микрограмм на 100 грамм продукта. На 4-м месте скумбрия сырая 16,1 микрограмм витамина D на 100 грамм продукта. На 3-м месте скумбрия соленая 25,2 микрограмма на 100 грамм продукта. На 2-м месте рыбные консервы, печень трески 100 микрограмм на 100 грамм продукта. На 1-м месте рыбий жир, получаемый из печени трески 250 микрограмм витамина D на 100 грамм продукта. То есть, для того, чтобы получить суточную норму витамина D, вам потребуется всего 50 грамм скумбрии или 10 грамм печени трески или 1 чайную ложку рыбьего жира. И самое главное, этот витамин жирорастворимый и накапливается в организме. Не переживайте, если вы в один день недополучили норму витамина D, а в другой день немного превысили норму. Ваш организм сам все сбалансирует и будет использовать витамина столько, сколько нужно.